Владимир Владимирович, мы вот только что наблюдали за вашим совещанием по редкоземельным металлам. Извините, но думаю, что сейчас всех журналистов мира интересуют редкоземельные металлы, но в несколько ином аспекте. Ведь США, скажу так очень мягко, настоятельно просят Зеленского подписать соглашение с ними по поводу этих ресурсов в счет оплаты помощи Украине прежней администрации Байдена. Как вы оцениваете перспективы вот такого соглашения? Нас это не касается. Никак не оцениваю и даже и думать не хочу на эту тему. Конечно, надо бы оценить эти ресурсы, насколько они реальны, сколько там этих ресурсов, сколько они стоят и так далее. Но это, повторяю, не наше дело. А вот то, что наше дело, это то, что мы обсуждали сейчас на совещании. Редкоземельные металлы очень важные, составляющие, очень важные ресурсы для современных отраслей экономики, и мы мало пока в этом направлении делаем, должны делать больше. И смысл сегодняшнего совещания направлен на то, чтобы сконцентрировать на первом этапе административный ресурс для работы по этому направлению. Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, когда я партнеры говорю, имею в виду не только административные, правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на севере, в Мурманске, на Кавказе, в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Да, кстати говоря, что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь иностранных партнеров и так называемые новые наши исторические территории, которые вернули в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать там. В новых регионах тоже. Да, конечно. В эти дни мы вообще видим шквал заявлений и обсуждений, и все обсуждают Трампа, почему он так жестко говорит, что Зеленский должен пойти на выборы, что у него рейтинг 4%. Европейцы за все эти высказывания Трампа очень критикуют, и вообще уже сейчас звучат такие мнения, что вот нынешний подход президента США, он скорее играет на руку России. Как вы считаете, действительно так? Я считаю, что это абсолютно не так. У меня на этот счет своя точка зрения, и она противоположна той, которую вы сейчас изложили. Дело в том, что сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно, на чем основанными. Это ведет к неоправданным большим потерям, если не сказать к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Становится токсичным для общества в целом, и об этом говорит, по-моему, сегодняшнее голосование в Раде по продлению его полномочий. Наконец, он загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Российской Федерацией по мирному договору, прекратил эти переговоры. И дело в чем? Дело в том, что он уклоняется от этих переговоров. Почему? Потому что в случае начала этих переговоров это рано или поздно, и, скорее всего, достаточно быстро приведет к необходимости отмены военного положения. А как только это произойдет, сразу надо идти на выборы. Не будет тогда оснований не проводить выборы. Ведь сегодня выборы на Украине не проводятся под предлогом наличия военного положения. Если переговоры, потом возможная быстрая необходимость отмены военного положения, но сразу надо идти на выборы. И вот здесь
у нынешнего главы режима проблема. Потому что неважно, сколько у него, на самом деле не важно, сколько у него процентов, там, 4 или сколько. Важно другое, что у него рейтинг, по нашим данным, они носят объективный характер, ровно в 2 раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника. Это господин Залужный, бывший командующий вооруженными силами Украины, которого сослали в Лондон. У него ровно в 2 раза рейтинг выше. А если присовокупить к этому еще и возможную поддержку этого возможного кандидата со стороны других политических деятелей, в том числе бывших премьеров или бывших президентов, то шансов действующего режима победить на выборах абсолютно никаких нет. Они равны нулю. Но если, конечно, грубо чего-то не подтасовывают. Ну, и это тоже для него плохо, будет уж совсем заметно. Поэтому он является фактором разложения и армии, общества, и государства. И действующий президент Трамп наверняка это понимает и толкает его на выборы. Он хочет что сделать? Как мне представляется, хочет оздоровить обстановку, политическую обстановку на Украине, консолидировать общество, создать условия для выживания украинского государства. И в целом это не столько на пользу России, у нас все-таки конфликт с действующим режимом, сколько самой Украине на пользу. И, кроме всего прочего, ведь действующий президент объявил о том, что он хочет добиться мира, кстати говоря, мы тоже, и как можно быстрее. А действующий глава режима, он стоит на пути к достижению этой цели. Вот отсюда и позиция, как мне представляется, президента Соединенных Штатов. И она не связана с тем, что это находится в наших интересах, в российских. Это, скорее всего, в интересах Украины, украинского государства с целью сохранения украинской государственности. Против чего мы тоже, против этого мы тоже ничего не имеем. Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство. Уже множество, каждый день слышим самых разных заявлений Трампа. Вы с ним встречались не раз, недавно совсем, телефонный разговор у вас был. Он действует на основе эмоций? Ну, конечно, нет. Ну, естественно, действующий глава режима в Киеве дает повод показывать эти эмоции. Но из того, что я сейчас сказал, вырисовывается совсем другое. Это действие основано скорее не на эмоциях, а на холодном расчете, на рациональном подходе к сложившейся ситуации. Вот в сложившейся ситуации мы, как ни странно, вот, честно говоря, были заинтересованы, чтобы он там сидел и дальше разлагал режим, с которым мы находимся в вооруженном конфликте. Ну, а с точки зрения интересов укрепления украинской государственности, здесь, конечно, нужно действовать, видимо, энергично и совсем в другую сторону. Приводить к власти людей, которые будут пользоваться доверием народа Украины. А вот европейцы, они вообще понимают, на ваш взгляд, суть нынешних раскладов вокруг Украины? Ну, это у них надо спросить. Судя по тому, как они действуют, мне кажется, не очень понимают. Но дело даже не в этом. Дело в том, что, в отличие от нового президента Соединенных Штатов, политические лидеры европейских государств связаны с нынешним режимом, ангажированы. И они уж слишком наговорили и наобещали. И теперь им, извините за простоту выражения, отруливать от этой позиции очень сложно или практически невозможно без потери лица. А имея в виду, что они находятся в достаточно сложном и ответственном для них внутриполитическом периоде выборов, перевыборов, там, сложности в парламентах и так далее, то, учитывая это обстоятельство,
менять свою позицию для них практически невозможно. В отличие от них, действующий президент Соединенных Штатов, новый президент, вновь избранный президент, у него руки свободны, он свободен от этих пут, которые не дают двигаться вперед и работать в сторону разрешения конфликта. Поэтому он, ну и в характере, наверное, он действует прямолинейно и без особых стеснений. Вот у него положение уникальное. Он не просто говорит то, что думает, а он говорит, что хочет. Ну, что же, это привилегия лидера одной из крупных великих держав. Я вот несколько дней назад в Санкт-Петербурге вас спрашивал о том, что все хотят сейчас иметь некое право голоса в российско-американских переговорах, но вот европейцы продолжают настаивать, требовать права голоса в переговорах вокруг Украины. Как вы это расцениваете? Я здесь ничего не вижу плохого. Ну, требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России. Пускай они требуют от кого-нибудь другого. Они на протяжении тысячелетий требовали от своих вассалов чего угодно. Теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой. Но их участие в переговорном процессе востребовано, конечно. А мы никогда не отказывались. Мы же вели постоянно дискуссии с ними. Это в какой-то момент под всякими надуманными идеями нанести России поражение на поле боя, они сами отказались от контактов с нами. Захотят вернуться, пожалуйста. Я видел и реакцию на наш телефонный разговор с президентом США, видел реакцию на встречу на высоком уровне в Эр-Рияде. Она вот, действительно эмоциональная и лишена какого-то практического смысла. Почему? Потому что для того, чтобы решать сложные и даже острые вопросы, в том числе на украинском треке, и Россия, и Соединенные Штаты должны сделать первый шаг. В чем он заключается? Этот первый шаг должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами. Вот именно этим мы и занимались в Эр-Рияде. Именно этому будут посвящены ближайшие, может быть, другие контакты на высоком уровне. Без этого невозможно решить ни один вопрос, в том числе и вопрос такой сложный, острый, как украинский кризис. Но при чем здесь европейцы? Это касается двухсторонних российско-американских отношений. Они нам здесь зачем? Чем они здесь будут заниматься? А на этих, и в телефонном разговоре, кстати говоря, и на встрече в Эр-Рияде, вот так, чтобы уж совсем предметно, конечно, затрагивались там проблему, связанную с украинским кризисом, но он сам по себе сущностно не обсуждался. Мы только договорились о том, что мы подойдем к этому. Да. Но в этом смысле и в этом случае, конечно, мы не отказываемся от участия наших европейских стран. Но я хочу подчеркнуть, мы с уважением относимся и к позиции наших друзей из БРИКСа, которые создали группу сторонников мира. Я сегодня только разговаривал с председателем Китайской Народной Республики, и мы тоже об этом говорили. Он меня проинформировал о том, что эта группа мира, она вот в Нью-Йорке опять в ближайшее время соберется, будет обсуждать это. Мы не только приветствуем, мы благодарны и всем нашим партнерам, которые поднимают эти вопросы, которые стремятся к тому, чтобы мир был достигнут. И к чему я говорю? Не только европейцы, но и другие страны имеют право и могут участвовать, и мы относимся к этому с уважением. Хотелось попросить прокомментировать еще несколько заявлений Трампа, которых, как я говорил, очень много. Он, например, сказал... Но не все. Но не все. Он, например, сказал, что хочет предложить вам и главе Китая сократить оборонные бюджеты вдвое. Как вам такая идея?
Я знаю, да, ну, могу догадываться, на чем это основано. Это основано, видимо, на расчетах одного, по-моему, из британских исследовательских центров, где сказано, что наши расходы по паритету покупательной способности были посчитаны. Они, значит, в прошлом году у США было, по-моему, уже 968 миллиардов долларов. А если сложить российские и китайские расходы, то это примерно, ну, где-то примерно цифры бьются тогда. Российские и китайские вместе, если сопоставить с американским. Ну, во-первых, надо это все посчитать. Это расчеты там, британского центра. Это может быть корректно, может быть не очень корректно или совсем некорректно. На это надо посмотреть. Первое. Второе. Я никак не могу комментировать то, как к этому отнесется Китайская Народная Республика. Там были с американской стороны разные заходы по поводу стратегических наступательных вооружений, по другим очень серьезным вопросам. Поэтому это дело Китайской Народной Республики. Но мы могли бы договориться с Соединенными Штатами. Мы не против. Мне кажется, что идея хорошая. Соединенные Штаты сократили бы на 50%, и мы сократили бы на 50%. Ну а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссиям на этот счет. Трамп также ввел пошлины на импорт стали и алюминия в 25% из всех стран. А мы ведь когда-то в США неплохо работали вообще по теме алюминия. Как вам вот такая торговая политика? Знаете, я сейчас не хочу комментировать торговую политику Соединенных Штатов. Она на протяжении уже многих лет связана с санкциями. Мы считаем эти санкции незаконными и вредными для мировой торговли, для экономики. И она, на мой взгляд, наносит ущерб и нам, и тем, кто эти санкции вводит. Что касается торговой политики, повышенных ставок, пошлин и так далее, ну, это каждая страна определяет самостоятельно, что ей выгодно, что не выгодно. Логику я могу понять, перетащить производство к себе, создать рабочие места, заставить платить налоги во все уровни налоговой системы и так далее, и так далее. Но на каком-то этапе, безусловно, эти действия будут сталкиваться с определенными трудностями, связанными с инфляционным давлением, с повышением стоимости товара и так далее. Но это специалисты знают, они вам расскажут это в деталях. Что касается алюминия, то в 2017 году, по-моему, мы где-то 15% поставляли от всего импорта американского, примерно 15% шло из России. Вообще в США, если мне память не изменяет, они примерно 60% необходимого алюминия производят сами, 40% получают по импорту. Вот 15% поступало из Российской Федерации. Основной импортер сегодня – Канада. Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн на американском рынке продать. Это не повлияло бы существенным образом на формирование цены, но, на мой взгляд, все-таки оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен. Но кроме этого, и что самое главное, на мой взгляд, это то, что мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Ну, например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по производству алюминия. Ведь алюминий – это прежде всего энергия, и желательно дешевая энергия. Гидроэнергия, она дешевая, и, кроме всего прочего, она еще и такая экологически чистая.
Поэтому там есть уже повторяющие советских времен были такие планы. Это, правда, капиталоемкий, инвестиционно-емкий проект. Ну, по предварительным оценкам он стоил, или будет стоить в сегодняшних ценах, где-то миллиардов 15. Ну, мы можем подумать над этим. Да, политика действующего президента сегодня заключается в том, чтобы размещать производство на территории Соединенных Штатов. Но если их компании американские будут работать у нас, то это тоже выгода и немалая, потому что и компании будут зарабатывать прилично, и соответствующие объемы алюминия будут поступать на внутренний рынок по абсолютно приемлемым рыночным ценам. Здесь есть над чем подумать. Так же, как и над совместной работой по редкоземельным металлам, да и по другим направлениям, включая, допустим, энергетику. Ну, кстати, несколько минут назад я прочитал новость очередную из США. Президент Трамп заявил, что США и Россия обсуждают крупные экономические проекты в рамках переговоров по Украине. Да, некоторые наши компании находятся друг с другом в контакте и такие проекты обсуждают. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо.